Всем привет! Вяжем с вами сегодня зайчика в кроссовках. Зайца у меня на данный момент нет, так как буду вязать я его на камеру. В конце видео будет результат. Все, что нужно для этого зайца, я оставлю в описании под этим видео. И в конце ролика я вам покажу еще одну зайчиху и расскажу вам про нее. Вначале вяжем голову. Так, провязали круг. Я напишу схему этого круга. У меня тут будут прибавки со смещением, чтобы прибавки не были над прибавкой, иначе некрасиво. Когда вяжется голова там или какой-нибудь видная часть тела какая-то, то желательно, если там идут прибавки раз за разом, то лучше их смещать, чтобы было более аккуратнее и не сильно заметно было. В общем, значит, провязали до 6 ряда. Теперь с 7 по 12 ряд мы вяжем без изменений 36 столбиков. 13 ряд. Вяжем 8 столбиков. Дальше 6 прибавок подряд. Дальше вяжем 8 столбиков. Шесть прибавок подряд. И 8 столбиков осталось, довязываем до конца ряда. Получилось у нас 48 столбиков. Теперь с 14 по 17 ряд вяжем без изменений. Провязали и дальше вяжем ряды с убавками. На этом этапе вставляйте глазки, если они у вас на безопасном креплении. Куда вставлять глазки, я оставлю в описании здесь вместе со схемой. Наполняйте голову по ходу вязания. Вот. Закрывайте вязание, закрывайте ряд последний и отрезайте ниточку. Я не буду вязать это на камеру, это стандартные ряды с убавками, поэтому я думаю, вы с ними справитесь. Вяжите по схеме, которую я здесь оставлю. Вот такая голова должна у вас получиться. Закрыли вязание, все, и выделили щеки, когда наполняли. Все сделали верно. Теперь откладываем голову в сторону пока. Сейчас мы свяжем с вами ушки и верхние лапки. Начнем, наверное, вязать лапки верхние. Итак, к кольцу набираем 6 столбиков, стягиваем колечко. Второй ряд 6 прибавок подряд. Теперь с 3 по 7 ряд мы провяжем без изменений 12 столбиков. 8 ряд 2 столбика и убавка повторим 3 раза. Убавки за передние стеночки петли. В ряду осталось 9 столбиков, теперь с 9 по 18 ряд вяжем без изменений. Параллельно наполняйте, но сильно не делайте плотно. Дальше поворачиваем вязание, делаем воздушную петлю подъема и вяжем 6 столбиков. Воздушная петля, поворот. Итак, мы должны провязать с вами 4 ряда. Это второй ряд. Воздушная петля, поворот, третий ряд. Воздушная петля, поворот, четвертый ряд. Мы уже дальше четвертым рядом уже будем вязать по кругу. Провязали 6 столбиков. Дальше вяжем так. У нас тут большое такое расстояние, и поэтому мы сделаем здесь убавочку. Захватили рабочую нить и где-нибудь еще захватили рабочую нить или крючок, и, сделав убавку, стянули немножечко. Дальше у нас тут 3 столбика оставались. Вот в эти 3 столбика мы делаем 3 соединительные петли. 2, сильно не стягиваем, 3.
Дальше с этой стороны точно так же нам надо сделать убавочку, ну, стянуть таким самым бок. Захватили рабочую нить и еще где-нибудь взяли симметрично. Захватили рабочую нить, сделали убавку. Дальше вяжем 6 столбиков по верху. Делаем убавку. Один соединительный столбик. Дальше убавка. И 6 столбиков еще раз провяжем. Вот такая вот должна у нас получиться рука. Это чтобы мы когда пришьем руку, чтобы она у нас не торчала в сторону, а прилегала к телу. Для этого сделала я вот такую вот верхнюю часть. Параллельно наполняли руку. Если забыли наполнить, то наполняйте. Я забыла. Сейчас я буду наполнять. Оставляем ниточку для пришивания, сделав соединительный столбик в соседний столбик. И оставьте для пришивания ниточку. Наполняйте не сильно плотно. Теперь свяжем уши. Итак, кольцо набираем 6 столбиков. Второй ряд вяжем столбики прибавка, повторяем 3 раза, в ряду 9 столбиков. Третий ряд вяжем без изменений 9 столбиков. Ну и дальше делаем прибавки и вяжем ухо по схеме, которую я здесь оставлю, так как эта деталь несложная, поэтому я думаю, вы справитесь по схемке. Значит, когда закончили вязать ухо, сделали соединительный столбик, соседний столбик, отрезаем ниточку для пришивания и сразу давайте сделаем, закончим ухо, как оно у нас должно выглядеть. Берем вот так вот, просто складываем пополам и сшиваем вместе два края, так вот, чтобы держалось именно в таком положении наше ушко перед тем, как пришивать ее голове. Вот так, и все. И наше ухо готово. Такое вот ушко получилось. Вяжем галстук. Значит, набираем цепочку из 7 воздушных петель. Со второй петли от крючка вяжем по цепочке столбики без накида. Вот этот хвостик можно проложить параллельно вот сюда и спрятать его сразу. Вяжем так, у нас должно получиться 6 столбиков. Воздушная петля подъема, поворот. Вяжем за заднюю стеночку петли столбики без накида, 6 столбиков за заднюю стеночку петли. Тот хвостик, который мы прятали, натягиваем, отрезаем. Теперь складываем пополам и связываем два края соединительными столбиками. Соединяем так. В произвольном порядке получится 3 соединительных. Воздушная петля подъема, поворот. И также произвольно вводим крючок и провязываем 3 столбика полноценных без накида.
Далее воздушная петля подъема, поворот. В первый столбик провязываем 2 столбика, дальше 1 столбик и в последний провязываем 2 столбика. Дальше воздушная петля подъема, поворот. 5 столбиков тут у нас получилось в ряду, и эти 5 столбиков мы вяжем длину. Вот какую вы хотите длину галстука, вот такую длину провязывайте. Только учитывайте тот момент, что последних 2 ряда у нас уйдут на закругление нижней части, поэтому вот, вяжите такой длины, чтобы хватило еще и чтобы не совсем уж длинный получился галстук. Итак, я провязала 5 рядов. Теперь воздушную петлю подъема не делаем, поворачиваем вязание. Первый столбик пропускаем, во второй вяжем столбик без накида, дальше 1 столбик и, пропустив предпоследний столбик, провязываем в последний. Разворачиваем вязание, у нас осталось тут 3 столбика, и в первый, теперь уже вводим в первый, во второй и в третий. Сделаем вот такой вот край. Все 3 петелечки связали одним столбиком. Отрезаем ниточку, прячем край, прячем хвостик. Вот такой вот получился галстук. Теперь свяжем шнурочек. Шнурочек у нас будет состоять из двух столбиков. Набираем цепочку 3 воздушные петли, цепочку из 3 воздушных петель, и со второй петли от крючка вяжем 1, 2, воздушная петля подъема, поворот. И так мы вяжем ленту из 2 столбиков той длины, чтобы обхватить шею. Если вы хотите, чтобы ваш галстук снимался, то вы делаете, оставляете там сзади, значит, набираете воздушные петли вот так и соединяете один край, сделав петлю такую вот для пуговички, а с другой стороны пришиваете пуговицу, чтобы можно было снять галстук, если хотите, чтобы он снимался. Вот, я же буду делать его таким, который будет, галстук у меня будет пришьется сразу и все, сниматься не будет. В общем, вяжите ту длину, которая вам необходима. Связали ленточку, теперь вставляем вот сюда. У нас здесь с вами было такое вот пространство, после того, как соединили, да, 2 края. Вот, можно иголочкой просунуть, можно так захватить крючком и продеть. Продеваем и поправляем. Вот, плотненько он тут должен сидеть, чтобы сильно не ездил, поэтому очень сложно будет вначале. Можно немножечко подрастянуть, чтобы пролезло, потом оно стянется обратно. Вот, вот такой вот галстук получается. Потом мы вокруг шеи его вот таким образом и свяжем, сошьем. Вот, либо вы сделаете петелечки и пришьете пуговицу, чтобы снимался галстук. Итак, вяжем нижние лапки, начинаем вязать с кроссовка. Вот, будем вязать вот такой вот кроссовок, и сразу из него у нас будет выходить нога. Итак, для этого набираем цепочку из 7 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы провяжем 2 столбика без накида. Дальше по цепочке мы провяжем 1, 2, 3, 4 столбика. В последнюю петлю вяжем 4 столбика. С противоположной стороны цепочки можно параллельно прятать ниточку. Вяжем 4 столбика.
и 2 столбика в последнюю петлю. Тут вы можете заметить, что у нас будет вот последний столбик, а вот этот вот петля, она как бы торчит, да, вот чтобы она у нас в дальнейшем снизу не торчала, мы можем в эту петлю, в последнюю, провязать 1 столбик, и в эту петелечку, которая у нас торчит, в нее тоже провязать 1 столбик. Тем самым мы спрятали эту ниточку, иначе она будет выпирать и некрасиво, на мой взгляд. А там, смотрите, можете провязать просто 2 столбика в последнюю петлю, эту петлю не трогать. Следующий ряд вяжем 2 прибавки подряд. Затем 4 столбика по цепочке. Дальше вяжем 4 прибавки подряд. И 4 столбика по цепочке. В конце у нас 2 прибавки подряд. Вот, это у нас будет такая подошва, нижняя часть кроссовка. Сразу же вы можете взять и отрезать из пластика овал, который будет у нас там внутри лежать, чтобы подошва не выпирала, когда мы набьем ее синтепоном. Отрезайте и подготовьте. Следующий ряд у нас вяжется так. Мы не делаем ничего, никаких воздушных петель. Сразу вводим крючок, вот, захватывая ножку. Так вот, видите, да? Как я это сделала? Значит, сзади вводим крючок в петлю, в столбик, верхушку столбика, и в следующую выводим, тем самым захватив ножку. И провязываем столбик без накида. Также опять в следующий, за следующую ножку беремся точно так же и вяжем столбик. То есть мы выходим наверх. Подошва у нас должна быть плоской, а верхняя часть идти ровненько наверх, без всяких закруглений. Вот таким образом мы вяжем этот ряд за ножки столбика. Таким образом у нас должно получиться 24 столбика. Поэтому внимательно считайте, без изменений вяжем. Вот так у нас должно получиться. Дальше следующие 2 ряда мы провяжем без изменений. Уже как обычно, за обе стенки. 2 ряда вяжем без изменений, 24 столбика. Вот, провязали. Теперь мы сразу будем вязать ногу. Значит, что мы делаем для этого? Сложите пополам деталь, чтобы ровненько она была внизу. Я читайте симметрично. Здесь 9 столбиков. Тут получается вот у меня, вот как у меня, здесь посередине 1 столбик. Может быть, у вас будет не посередине 1 столбик. Ну, в этом нет важности. Просто отсчитайте, ну, чтобы симметрично, главное, здесь заканчивалась ряд. То есть один здесь и другой здесь не получился, а вот ровно закончились ряды. Значит, нам надо отсчитать симметрично 9 столбиков. То есть у меня на данный момент 1 посередине столбик, значит, с этой стороны я отсчитываю 4, и с этой стороны 4, и этот будет у меня 9. 4, 4, 8 и 9. Я намечу маркерами, также вам советую наметить маркерами, чтобы вы не потеряли. Значит, вот я отсчитала, в 5-ю ввела, то есть эти столбики, куда я ввела маркеры, они у меня не идут на ножку. Вот, и теперь мы вяжем так. Берем за заднюю стеночку петли, вяжем до маркера, до намеченного. 1, 2, 3, 4, 5 у меня. Дальше набираем 3 воздушные петли и присоединяемся с этой стороны в тот столбик, который у нас идет в счет ножки. Тут у меня 4. 1, 2, 3, 4. Дальше уже по кругу мы вяжем ногу.
У нас получилось тут 12 столбиков. Вяжем еще 6 столбиков, 6 рядов. Вместе с этим у нас в итоге 7 рядов. Вот когда вы дойдете до цепочки, мы вяжем за одну долечку петли цепочки. Вторая нам нужна для того, чтобы потом присоединяться к этой части ноги. Поэтому мы тут провязываем за одну долечку цепочки. Вот, и все. И дальше уже вяжем по кругу все как обычно. В итоге у нас должно быть 7 рядов вместе с этим первым. Дальше у нас будут шорты. Теперь присоединяем цвет шорт. Вот мы провязали последний ряд. Теперь за заднюю стеночку петли вводим крючок, захватываем цвет шорт, ниточку. Выводим, делаем соединительный столбик. На крючке петлю сделайте посвободнее, чтобы она не была такой вот сильно затянутой. И еще раз сюда же вводим ниточку, захватили рабочую нить и провязали первый столбик. Вот таким образом мы присоединились. И теперь первый ряд мы провяжем за заднюю стенку петли этим цветом. Ниточку эту мы отрезаем, она нам уже здесь не нужна. Ну и, конечно же, мы свяжем эти кончики сразу, чтобы не распустились. Провязали. Вот, и дальше еще провяжем без изменений 4 ряда. Закончили. В итоге у нас с первым рядом, который мы вязали за заднюю стеночку петли, должно быть 5 рядов. Делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем и сразу присоединяем за переднюю стеночку, которую мы оставили. Эта ниточка, чтобы нам не мешала, я ее спрячу. Вот, находим наши ряды, наш ряд вот этот вот, и не именно здесь, где у нас переход, вот тут вот, да, вот некрасиво будет, если мы тут закончим, поэтому находим где-то здесь, вводим крючок, присоединяемся. Вот таким образом присоединившись, я сделаю в этот же столбик, первый столбик, чтобы он был полноценный, чтобы удобно было потом в него вводить крючок. Ниточку эту подтягиваем, хвостик. И за передние стеночки оставшиеся петли в этом ряду провязываем столбики без накида. И свяжем еще один ряд. Тут у нас будет по кругу вязания. Вот поэтому сразу находим первый столбик и вяжем еще один ряд. Это у нас будет такой вот заворот штанишек, шортиков. Провязали 2 ряда. Вот и все. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Сразу же ее тоже прячем, чтобы потом на это не тратить время. Выворачиваем. Вот, чтобы она у нас не сползала как бы вниз, то она как бы здесь уже никуда не денется, но все равно я с одной стороны, вот именно отрезав ниточку так, чтобы можно было с иголочкой работать, вот, пока есть доступ, сразу же вот параллельно смотрю, вот, чтобы нигде не стянулось, так за ножечку схватила вот сюда и пришью просто одним стежком. Вот, все. Дальше я выведу вот здесь где-нибудь, присоединю эту ниточку и отрежу. Значит, здесь просто вот где-нибудь. Можно спрятать ее туда. Значит, здесь мы закончили. Теперь беремся за
сам кроссовок. Для начала сразу же возьмите, отрежьте эту самую стелечку плотненькую. Вот. Ну, я советую именно из пластика, потому что вдруг вы решите постирать игрушку, то картонка размокнет. Значит, что мы здесь сделаем? Для начала мы, пока есть доступ и можно было спрятать ниточки, мы с вами сделаем вот такую вот цепочку. Берете цвет, который вы выбрали, будет в контраст с белым, если вы выбрали именно таких два цвета для кроссовка. Вот, и, значит, вот у нас последний ряд и предпоследний. Вот между ними мы будем делать цепочку, браться за ножки, делать соединительные столбики. И сзади именно я буду делать, потому что тут будет такой небольшой переход, что пусть он будет сзади, не так заметно. Значит, оставляю так побольше хвостик, чтобы можно было его тоже удобно мне было спрятать. Вытащили ниточку, сделали ее, стянули. Вот эта петля будет у нас первым столбиком. И за каждую ножечку мы беремся вот таким вот образом, захватываем рабочую нить, вытягиваем и делаем соединительный столбик. Следующую захватили, вытянули. Следующую захватили, протянули. И так мы делаем по кругу. Не стягивайте петелечки, чтобы красиво легла цепочка. Сразу обращаю ваше внимание, когда вы уже начинаете подходить к концу, у вас тут надо перевести эту цепочку, потому что, так как мы вязали по кругу, у нас будет уходить по диагонали этот ряд. Поэтому мы вводим крючок в следующую петлю, но уже спускаемся вниз на один ряд. Тем самым мы спустились к этому ряду, с чего и начали. И вот тут вот мы уже заканчиваем. Поэтому и надо было начинать сзади, чтобы вот этот вот небольшой переход был незаметен. Значит, когда мы сделали последнюю соединительную, мы ниточку отрезаем, вытягиваем, берем иголочку, потому что иголочка будет удобней. Вот, и находим нашу первую петлю, иголкой захватываем, как мы крючком захватываем, да, за обе стеночки. И проводим сюда ниточку. Естественно, подтягиваем. И выводим между цепочкой вот этой вот. У нас она отсюда вышла. Ниточка, мы сюда же и возвращаем. Сюда же и возвращаем, выводим иголку сюда. Так мы закончили, соединили цепь. Вот, у нас тут нет, не видно ничего. Где там у меня камера? Вот. Получился такой аккуратный переход. Вот, и поэтому нам надо было это все сделать сейчас, чтобы мы могли здесь эти ниточки присоединить и спрятать. Делаем узелочек и оставляем небольшой кончик. Таким образом прячем и второй. Вот этот. Он у нас тут уже плотненько. Вот поэтому мы его туда выведем. Вот и здесь его тоже зафиксируем. Точно так же. Вот, значит, мы с вами сделали вот эту вот цепочку. На этом пока все. Продолжение в следующем видео.